Всем привет! Сегодня решил себе сделать габариты на американский стиль. Как вы можете видеть, габариты у меня уже включены. Сперва я вам покажу, как они работают, а затем мы приступим к тому, что я покажу вам, как все это сделать с минимальными переделками. А самое главное, чтобы без какого-либо труда вы смогли все вернуть на свое место. Делаем. У нас есть заводские патроны. Кстати, лайфхак для марсоводов. Значит, обратите внимание. Раз, два, три усика зажима. Это у нас Hella и Тук с 3 зажимами. С 2 зажимами, усиками, это у нас Bosch и Depo. Сразу оговорюсь, что Тук в фару Hella не становится. Hella же в Тук прекрасно встает. У меня поворотники хелловские, поэтому я буду использовать от Hella. Приобрел патрон под двухконтактную лампочку. Это у нас ВАЗ, по-моему, от Приоры. Вот, и сейчас будем мастерить 2 в 1. Что мы делаем с патроном? Значит, вот эту часть с правой стороны, вот это, мы срезаем болгаркой. Можно ножовкой. Получится немножко аккуратнее, но дольше. Вытаскиваем. Вот это нам не нужно. Здесь вот это нам тоже не нужно. Все лишнее убираем. Вот так. Теперь нам понадобится 2 вот таких пина. Мама, папа. У меня проводки от 190-ка. 2 мешка, поэтому у меня с этим проблем нету. Теперь выставляю примерно, выбираю длину, отмечаю лишнее, чтобы отрезать, и отрезаю. Теперь просверливаю отверстие. Подготовим наш патрон. Замеряем диаметр окружности 20. Соответственно, здесь нам нужно сделать 20. Пластик довольно-таки мягкий, поэтому прямо в руках. Теперь самое время мне припаять габарит. Где будет габарит у вас, я не знаю, потому что прозванивать нужно все это дело по месту. Где, какой, откуда пойдет. В моем случае, вот здесь маркировка. Верх R это габарит, S, F это у нас на поворот плюс, и это у нас, соответственно, минус. Чтобы мне самому не путаться, я просто выставляю разноцветные кембрики. Желтый, соответственно, габарит, красный поворотник, черный минус. Вот так у нас будет выглядеть габарит. То есть мы делаем 3-ю ножку в родное крепление. То есть вместо пластика, грубо говоря, да, у нас будет теперь железная ножка. Ну и дальше, соответственно, значит, у нас получается, что вот это у нас минус, вот это у нас плюс. То есть минус общий и плюс на поворотник. Соответственно, вот сюда все это дело мы припаиваем. Я все припаял. Теперь следующее. У нас получается вот этот момент весь открыт. И если сюда попадет вода, может произойти короткая. Что мы делаем? Я беру просто обычный лак и просто покрываю все это лаком. Если у вас есть в баллончике, можно просто в баллончике лак нанести. Все, то есть обезопасить себя от попадания воды. Все, оставляем сохнуть. У нас, в принципе, все готово. Остается только все это вставить. Становится довольно-таки у меня туго. Подогнал так, чтобы еле залазило.
Но все равно этого мало, надо бы чем-нибудь еще его закрепить. Я немножечко пролью эпоксидным клеем вовнутрь. У нас все готово для подключения. Теперь снимаем фишку с фары и находим габарит. Габарит я уже включил. Нам нужно найти только, где он будет у нас сидеть. Да, берем минус откуда-нибудь. Вот он. Вот эта клемма. Есть. Это у нас есть габарит. Разбираем эту фишку. Зачистили, берем паяльник. Да, нормально. И припаиваем заготовленный проводок на габарит. Что у нас получилось? Получилось у нас великолепно. Все припаялось. Вставляем фишку обратно и защелкиваем. Все, можно ее, в принципе, будет устанавливать на свое место. Сразу вам покажу, как все это будет подсоединяться, потому как туда я уже с камерой не подлезу. Соответственно, габарит у нас на наш третий пин, который мы сделали. Ну и наша родная фишка. Вот таким образом. То есть все вот это сейчас заизолируем, чтобы не болталось. Так, теперь нам необходимо извлечь лампочку. Лампочку габарита. Мы просто убираем лампочку. И все. В чем, собственно, преимущество всей данной конструкции? Если вам вдруг захочется вернуть все обратно, вы просто ставите обратно родной патрон, вставляете лампочку габарита на свое место, и все, и у вас все штатно. Вставляем лампочку. Давайте сразу и еще раз все это дело проверим. Кстати, какие лампочки лучше всего использовать? Я использую вот эти лампочки. Вот их номер заказа. В чем их преимущество? Вольтаж у них 27/8. То есть не все как стандартные, у нас это 21/5, а 27/8. То есть они гораздо ярче будут гореть. Все работает, вставляем на свое место. Да, и чуть было не забыл. Чтобы не мучиться, как я, перепаивать, переделывать, вы всегда можете приобрести оригинальные американские патроны. Стоят они 1500 рублей. В данный момент они есть в продаже на Элькасте. Пожалуйста, заходите, покупайте. То есть 1500 штука, 3000 рублей. Переставили, переделали фишку к нему. И никаких проблем. Надеюсь, данное видео вам было полезным. У меня все. Всем спасибо. Пока. Сегодня на работу вышло 2 человека с больничного. Сейчас я их вам покажу. Girl,